За 6 лет развития Бравл Старса разработчики добавляли и удаляли огромное количество контента. Сравнивая игру на момент беты и на текущий момент, можно почти не заметить сходство. Сегодня я вам расскажу про 100 вещей, которые были удалены из Бравл Старса. Важно отметить, что среди них не будет старых моделей, текстур, названий, то есть того контента, который присутствует сейчас, но просто в другой обертке. Начинаем. Ограбление 1.0. Этот режим напоминает ограбление, которое есть сейчас, но отличается тем, что там были две команды, атакующие и защитники. Команды выбирались рандомно, как, например, в большой игре. У атакующих не было сейфа, и их цель уничтожить сейф за 2 минуты 30 секунд. Защитники же должны за это время продержаться. Режим заменили на привычное нам ограбление после того, как разработчики поняли, что у команды атакующих было преимущество. Блоки динамита. Единственное место, где сейчас можно встретить этот блок, это обучение, но раньше блок динамита был функциональным. У него присутствовало здоровье, и при уничтожении динамит ломал ближайшие блоки и наносил урон в радиусе взрыва. Использовался динамит в ограблении 1.0 с целью задержать атакующих перед нападением на сейф. Система сбора монет. Она похожа на систему сбора жетонов сейчас, но были некоторые отличия. Во-первых, количество этих монет было распределено по всем режимам, а во-вторых, давали больше монет за первую победу. Тогда монеты использовались для открытия ящиков. Усилитель монет покупался за 50 гемов в магазине и увеличивал количество всех получаемых монет на 50% в течение 14 дней. Удвоители монет тоже покупали за 50 гемов в магазине и удваивали следующие 1000 получаемых монет. События с удвоенным опытом. Наверное, самая бесполезная вещь, которая была в игре. Нита и Джесси могли выпускать бесконечное количество медведей и турелей. Неудивительно, что эту возможность быстро убрали. Всего в бою было 5 саундтреков, которых на данный момент нет в игре. Кстати, прямо сейчас они звучат на фоне. Эликсир — это валюта, которая выпадала из ящиков. С ее помощью можно было прокачивать персонажей. Кстати, тогда можно было прокачивать отдельно ХП, атаку и ульту. Фишки — это валюта, с помощью которой можно было покупать бойцов. Примерно так же, как и сейчас с хромокредитами. И еще одно подтверждение, что все новое — это хорошо забытые старые. Из ящиков могли выпадать персонажи, которые у тебя уже есть. И за них тебе как раз давали фишки. Ящики с бойцами — это ящики, из которых гарантированно выпадали бойцы соответствующей редкости. Позже эти ящики поменяли на рандомные акции с бойцами в магазине, а с добавлением кредитов и вовсе удалили. Когда-то в игре существовал лимит 9999 монет. Если бы они тогда увидели цены на золотые скины. Раньше здоровье и урон всех персонажей был в 4 раза меньше. Supercell сделали привычную нам систему после того, как заявили, что это изменение в будущем сделает возможным более гибко менять баланс. Из ящиков могли выпасть предметы для улучшения персонажей, а именно булавки, значки, медали, гербы и звездные силы в порядке возрастания редкости. Они улучшали соответствующие показатели: ХП, атаку, ульту, а звездная сила являлась особой способностью для каждого персонажа. Жетоны улучшения — это валюта, которая заменила эликсир и фишки. Выпадала из ящиков, позволяла покупать предметы для улучшения персонажей, описанные в предыдущем пункте. Раньше у Пока была другая пассивка, которая при его смерти хилила тиммейтов вокруг на 1000 хп. То есть для ее активации надо было умереть. Пассивку быстро заменили. Режим практики — это особый режим игры с ботами, за который тебе не давали трофеев и звездных жетонов, но зато можно было получить половину от количества жетонов при том же результате в обычном бою. Функция была полезна, например, если у тебя был очень слабый интернет, но ее удалили после глобального релиза. Кнопка объявления использовалась для оповещения друзей и соклановцев о том, что ты создал комнату. Особенность состояла в том, что можно было отдельно оповестить либо друзей, либо соклановцев. Функция была удалена после релиза, поскольку комнаты стали отображаться автоматически. До добавления старпоинтов тебе давали определенное количество жетонов, соответствующее твоей трофейной лиге. Раньше после открытия ящика можно было посмотреть рекламу максимум 5 раз в день, чтобы удвоить одну награду на выбор. Затем разработчики сделали так, чтобы просмотр рекламы увеличивал все награды на 50%, а также добавили бесплатный ящик за рекламу в магазине. Функция была удалена после релиза. Раньше роборубка была в формате карты режимов 3 на 3 и рандомно генерировалась. Надо было придержаться максимально возможное количество времени. Лимит — это 13 минут 14 секунд. После релиза режим стал в формате карты столкновения, а после обновления с Бравл Пассом режим стал таким, каким мы его привыкли видеть сейчас. Раньше ульта Дэрила была в 4 раза длиннее. Раньше при игре за Мортиса, Фрэнка или в режиме пиявки выпадали призраки, похожие на тех, которые сейчас выпускают газ. Появлялись они на месте смерти противника. Призраки Мортиса и
и пиявки хилили игрока, а призраки Фрэнка давали бонус к урону. Призраки Мортиса и Фрэнка были доступны только после получения пассивки. Раньше при спавне были особые звуки, а также показывалось точное время до респавна. Стоит отметить, что до релиза вообще не было никаких эффектов респавна. Некоторое время после релиза игроки спавнились за воротами в броуболе. Этим стали пользоваться, и после одного гола можно было просто держать мяч за воротами. Когда Леон только вышел, он был слишком имбалансным, и когда он ультовал, его нельзя было увидеть ни на любом расстоянии, а его урон был колоссальным. Раньше бросок мяча в броуболе не тратил патрон, из-за этого там были популярны Мортисы. Они вроде сейчас популярны. Раньше зеленые кусты после уничтожения вырастали обратно через 35 секунд. Тот самый момент, когда раньше трава была действительно зеленее. Пассивки за 169 гемов. Кто-то их покупал? Осада. Изначально это был особый режим, где давали и снимали в 2 раза больше трофеев, а бой длился в 2 раза дольше. Но почему-то разработчики решили убрать особенность осады и сделали его длительность похожей на остальные режимы. Суть в том, что тебе надо собирать болты для сборки осадного робота, чтобы уничтожить вражескую турель. Режим возненавидела большая часть игроков из-за рандома, когда ты мог весь матч держать контроль, а в итоге проиграть на последней осаде. Сначала разработчики убрали осаду из ротации, а затем и удалили вовсе этот режим. До появления цветных ников можно было вставить код, который менял буквы в определенный цвет. После того, как разработчики внедрили эту возможность в игру, они дали всем бесплатную смену ника. Когда Роза только вышла, у нее были слишком имбалансные характеристики. А еще учитывая, что Роза редкий персонаж, ее получили все, кому не лень, Бравл Старс на несколько дней превратился в Роза Старс. Раньше было тяжелее апать трофеи, и даже 500 трофеев было непростым достижением. После добавления старпоинтов разработчики изменили систему трофеев. Раньше у Джина была пассивка Рука Помощи. При попадании ультой в тиммейта она хилила ему 2000 хп. Позже разработчики поменяли пассивку на Волшебный Пендель, который позволял при заряженной ульте наносить на 300 урона больше. Затем разработчики изменили пассивку на привычную урон от ульты. Кстати, урон от ульты был дефолтной способностью Джина, когда он только вышел. Старая пассивка 8 бит, вторая жизнь. Самая сломанная пассивка, существовавшая в игре. У него была возможность воскреснуть один раз за матч. И как вы уже поняли, она широко использовалась в столкновении. Отображение рангов в команде. Я не знаю, зачем разрабы это убрали, полезная вещь была. Одинокая звезда. Это смесь баунти и ШД. Убийство противника дает звезды. Кто наберет больше звезд за 2 минуты, тот и выиграл. Раньше, если убить игрока с большим количеством банок, он дропал часть из них. И могло выпасть из него хоть 30 банок. Затем разработчики добавили лимит 5 банок. Силовая гонка. Режим, который щедро награждал старпоинтами. Каждый день было доступно 3 игры. И для участия нужен был персонаж со звездной силой. Трофеи давались даже за поражение. Также присутствовали уникальные условия эпической победы. Силовая гонка не пользовалась популярностью, и в итоге ее сменила силовая лига. Дэрилу меняли все 2 пассивки. Сначала пассивка перезарядка на ходу перезаряжала 3 патрона сразу же после ульты. А пассивка стальные обручи сначала поглощала урон только при ульте, но с большим процентом. Затем ей увеличили длительность, но уменьшили процент поглощения, а потом ее поменяли обратно. Когда щит сделали активируемым по дефолту, пассивку вернули в то состояние, в котором она находится сейчас. Медовая броня может посоревноваться со второй жизнью в плане дисбаланса. Когда Беа получает урон, который ее убьет, она активирует щит и остается с 1 хп. Позже эту пассивку поменяли на привычные нам соты. Горячая зона 1.0. За определенное время надо было набрать больше очков, чем противник. Если в зоне стоит и союзник, и противник, очки не начисляются. В последние 30 секунд скорость получения очков удваивалась. Раньше у мистера Пи была пассивка Жестянка, повышающая хп спавнера на 3000. Ее поменяли на турникет, спавн пингвинов на 3 секунды быстрее. Затем эту пассивку поменяли на привычную нам. А пассивка не кантовать раньше позволяла чемодану отскочить от пола. После того, как это сделали дефолтной возможностью, пассивку сделали в привычном нам виде. Модификаторы перехвата. Босс мог стрелять цепными молниями и ракетами. Это, наверное, то, чего не хватает сейчас нынешнему перехвату. Модификаторы привносили разнообразие в этот режим, а не как сейчас. Кража подарков. Или похитители трофеев. Или ограбление отеля. Конечно, много названий у этого режима. В общем, его суть состоит в том, чтобы перетащить подарок или кубок противника на свою базу. Кто первый перетащит 2 подарка или кубка, тот и выиграл. Раньше при начале матча появлялся баннер аутсайдер, если между вашей командой и командой противника есть разница в 200 кубков. При
поражении снимали меньше трофеев, а при победе получали больше. Теперь же баннер аутсайдер не показывается, а при поражении кубки не теряются. Когда гаджеты только добавили, некоторые из них были слишком сильными, поэтому разработчики решили уменьшить количество зарядов гаджета на всю игру. Спустя время гаджеты сбалансировали, и больше не осталось таких гаджетов, у которых было 2 заряда. Старый гаджет Тика, запасная мина, это просто рывок, при котором оставалась мина. Потом этот гаджет заменили на миноманию. Старый гаджет Бо, супер тотем, позволял пассивно заряжать ульту. Потом разработчики сделали ослабевание эффективности зарядки. Затем они вернули все как было, только сделали так, чтобы у тотема терялось здоровье. Ну и наконец его реворкнули. Старый гаджет Карла, клапан сброса, раньше действовал не на атаку, а на след от движения Карла. Старый гаджет Пайпер раньше выпускал 4 патрона по 400 урона каждый. Старый гаджет Вольта позволял ему телепортироваться. Раньше яд всегда наносил 1000 урона. Позже разработчики сделали так, чтобы после 5 получений урона подряд этот урон увеличивался. Ну и наконец сделали так, чтобы яд наносил 20% от полного хп. Раньше сброс сезона был у всех ровно в одно и то же время. Позже, из-за увеличившейся нагрузки на сервера, разработчики распределили сброс сезона в течение часа. То есть сброс может быть как в 11 часов, так и в 12 по московскому времени. Это зависит от рандома. Второе дыхание ускоряло союзников при использовании по ним ульты. Кстати, тогда еще Гейл отскакивал. Билеты использовались для участия в роборубке, большой игре и бой с боссом. Можно было поставить от 1 до 20 билетов, если режим не бой с боссом. В зависимости от того, насколько хорошо был сыгран матч, игрока вознаграждали определенным количеством жетонов. До появления Браво Пасса, чтобы получить большой ящик, надо было собирать звездные жетоны, которые появлялись для каждого режима после их обновления. Эти жетоны давались за победу в матче. Старая большая игра. Раньше надо было продержаться максимальное количество времени за босса, но не больше 8 минут, а также сам босс терял здоровье каждую секунду. Когда-то разработчики решили, что некоторые скины не должны появляться в ротации магазина, и поэтому они сделали архив, заявив, что скины из архива будут продаваться раз в год. Архив стал бесполезен после добавления каталога. Разгром Суперсити — это как бой с боссом, только с динозавром. Но добавляется еще одно условие. Динозавр не должен разрушить весь город. Старое меню выбора пинов. Радость, грусть, злость. Особый. Как вы понимаете, разнообразностью выбора тогда не пахло. Даже дизлайк нельзя было поставить, хотя это может был плюс. Раньше у сейфа и турели в осаде было фиксированное количество здоровья. Теперь это количество зависит от среднего уровня персонажей в бою. Ну конечно, в осаде уже не зависит, но в ограблении все еще присутствует. Багряный рай. Карта, созданная комьюнити-менеджером Фрэнком, которая состояла практически из ничего. Поскольку тогда еще не было мапмейкера, карту часто использовали для дуэлей 1 на 1. В ротации этой карты не было. Раньше можно было забивать голы в свои ворота со всеми вытекающими последствиями. Раньше пассивка У обморожения замедляла перезарядку, а теперь она уменьшает урон. Пассивка прохладный прием раньше замораживала противников, находящихся на ульте. После того, как это стало дефолтной способностью, пассивка просто стала усилять данный эффект. Раньше на картах победителя дня можно было апать и сливать трофеи. Ну а поскольку карты там были сомнительного качества, разработчики решили убрать данную возможность. Нокаут 1.0. Раньше вместо яда был подсчет урона. То есть раунд выиграет команда, которая нанесет больше всего урона за минуту. Именно столько длился раунд. Поскольку данная механика поощряла кемпинг, разработчики, когда решили сделать нокаут постоянным режимом, добавили яд. Кстати, изначально он распространялся только по горизонтали. Раньше ты респавнился со всеми патронами, сейчас же только 33%. Волейбой. Режим, напоминающий броубол, только надо бросать мяч на сторону противника. Для этого нужно вставать в зону, причем от того, как ты встанешь, зависит то, куда полетит мяч. Баскетбой. Здесь тоже надо кидать мяч, только в кольцо, которое еще и движется. У мяча есть физика отскока, а если забить за пунктир на линии, можно получить 3-очковый. Для победы нужно 5 очков. Удержи трофей. Суть проста. Кто дольше удержал, тот и выиграл. Держатель трофея замедляется, а если трофей лежит на земле, то через какое-то время он вернется на центр. Янь Watch. Это инвертированная штольня, которая появлялась в ротации всего лишь один раз. И то ненадолго, поскольку ее быстро заменили на другую. Столкновение плюс. Это режим столкновения, где ты получал трофеи за киллы. Он был задуман как способ устранения тиминга. Хороший был режим, но разработчики его решили удалить из-за того, что там было слишком легко получать трофеи. Раньше пассивка Мортиса свернувшаяся змея позволяла делать ему длинный рывок. После того, как это стало дефолтной способностью Мортиса, пассивка стала ускорять зарядку рывка. Прятки. Модификатор, который добавляли на Хэллоуин. Суть в том, что есть переключатель, который каждые 7 секунд делает бойцов невидимыми и наоборот. 100 участников в клубе. Перед клубным обновлением разработчики уменьшили максимальное количество участников клуба до 30. И тогда можно было найти клубы, у которых было, например, 90 участников из 30. Детали с
снаряжения. Валюта, предназначенная для создания снаряжений, выпадала из ящиков. Жетоны снаряжения. Валюта, которая давала возможность создать снаряжение конкретного типа. Также выпадала из ящиков. Раньше у снаряжений было 3 уровня. Характеристики снаряжения усиливались по мере прокачки. Золотые билеты. Это особые билеты для клубной лиги, которые давались на весь сезон и покупались либо за старпоинты, либо за гемы. Проблема золотых билетов состояла в том, что, во-первых, их надо покупать, а во-вторых, в последние минуты клубной лиги с помощью этих золотых билетов камбэчили противников. Сначала разработчики снизили стоимость золотых билетов до минимума, а потом и вовсе их удалили. Снаряжение сопротивления. Это снаряжение, которое ослабляло эффект замедления, либо сокращало время оглушения. Из-за того, что его редко использовали, сопротивление было заменено на среднее, которое тоже никто не использует. Старое снаряжение здоровья. Раньше оно работало, когда ты стоял на месте. И тогда раз в секунду ты получал хил в конкретном количестве. Было переработано из-за того, что его тоже редко использовали. Раньше Мэг спавнилась без мехи. Турнирный режим. Это специальная кнопка, которая позволяла в 2020 году отключить гаджеты, а в 2021 снаряжение. Кнопка существовала из-за того, что разработчики не хотели, чтобы участники мирового чемпионата переучивались перед финалом. Дуэли. Режим, где ты выбираешь 3 бойцов и соревнуешься против другого игрока. Классный режим был, и я так и не понимаю, почему его не сделали постоянным. Вход через Facebook и Line. Кто-то вообще этим пользовался? Раньше у Брока была пассивка поджигатель, которая при взрыве ракеты оставляла огонь. Когда это стало дефолтной способностью Брока, пассивку поменяли на больше ракет. Модификатор уклон. Пол качается в разные стороны, и от этого зависит скорость перемещения в конкретную точку. Использовался в корабле дерева, а также один раз возвращался на первоапрельское испытание. Раньше начальным режимом был захват кристаллов. После того, как разработчики поняли, что ШД это самый популярный режим, именно он стал начальным. Батабойня. На землю падают роботы, ты должен их убивать, чтобы собрать болты, чтобы выиграть матч. Режим невероятно ужасный, и мне кажется, что этот режим погубила именно механика агрессии роботов. Во-первых, они нападали на того, кто последний раз по ним выстрелил, а во-вторых, они это делали с какой-то странной задержкой. В принципе, то, что его удалили, это неудивительно. Бамперы. Это специальные блоки для броубола, которые можно было встретить в окружении Extreme Show. Кстати, если вам интересно, это просто блоки кактуса из обычного окружения. Старая Пенни. Ей поменяли вообще все. Раньше у нее была пассивка прощальный залп. При уничтожении мортиры в сторону противников летят 4 ядра. Другая пассивка, огненные шары, поджигала землю на месте падения ядра мортира. Сейчас это дефолтная способность Пенни. Гаджет, карман и детонатор просто взрывал турель. Хорошо, он еще стенку ломал и урон наносил. Гаджет, капитанский компас, выпускал ядра в место нахождения Пенни. Охотники. Режим, напоминающий одинокую звезду. Только если одинокая звезда это смесь ШД и баунти, то охотники это смесь ШД и зачистки. Для победы нужно набрать 6 киллов. Последний рубеж. Это PvE режим с NPC 8 битом, который помогает вам. Ну, или хотя бы пытается помочь. Но время от времени он впадает в спячку. А чтобы его разбудить, нужно собирать монеты. Всего их на карте 5 штук. Эти монеты позволяют ему ходить и атаковать на 20 секунд. В остальном же этот режим похож на роборубку. Только вместо сейфа тут 8 бит. Ящики. Естественно, я не мог этого не упомянуть. В игре было 3 ящика. Обычный, большой, это 3 обычных, и мега ящик, 10 обычных. А еще разработчики выпускали прощальный подарок. Омега ящик, который содержал в себе лут, равный 3 мега ящикам. После этого 12 декабря 2022 года разработчики удалили ящики и заменили их на систему кредитов и хромо-кредитов. А еще они добавили зачем-то лимитные очки силы, хотя никто не просил. Раньше можно было получать определенных бойцов на трофейной дороге. После удаления ящиков бойцов трофейной дороги переместили в путь Стар. Опыт. На самом деле максимально бесполезная вещь, которая разве что аватарки открывала. Была заменена мастерством. Кстати, хоть опыта в игре больше не существует, но в Supercell ID он все еще накапливается. Пинг-паки. Из них выпадало 2 обычных и 1 либо редкий, либо эпический пинг. Выдавались на 10 платном уровне Брау Пасса и на 70 бесплатном. Также существовали разновидности пинг-паков. Обычный, редкий, эпический, а также особые. После добавления каталога пинг-паки были удалены. В столкновении появлялись яйца, которые давали очень щедрые награды. Кстати, у них еще был ежедневный лимит. Спасение лягушек. Почти то же самое, что и яйца, но есть отличия. Лягушки появлялись в баунти. Количество было общее на команду, а также из них вдобавок могли выпасть блинги, то есть более щедрые награды. Раньше присутствовали квесты исцелить здоровье, удерживать 3 кристалла, набрать 4 звезды в конце матча баунти, дать пас в броуболе и выжить раунды в нокауте. Раньше, после того, как ты попался против противника, следующие 24 часа ты не мог с ним попадаться. Это еще называли сбитым ММ, когда ты мог, будучи на 800 трофеев, попасться против противников, у которых 1200 трофеев. Теперь же кулдаун ММ составляет всего 30 минут. Это означает, что сбить ММ практически нереально. Старпоинты. Валюта, которая использовалась для покупки скинов в звездном магазине и покупки ящиков. Была
заменена блингами. Бонус. Как вы понимаете, из Браво было убрано больше 100 вещей. Я хочу рассказать про некоторые вещи, которые не уместились в сценарии. Это всплывающее сообщение в чате, отсутствие лимита 99 банок, хотя как, своеобразный лимит тогда тоже был, и что-то мне это напоминает. Защита, сила, практичность, вертикальный режим, ну я думаю вы уже и сами должны были догадаться, режим ходьбы по нажатию, накопление рекордов ПВЕ режимов в профиле, рекорд мегабайца, покупка монет и матчмейкинг по средним трофеям. А еще на момент записи видео в игре присутствуют 3 временных режима: погрузка, перехват, зачистка и один временный модификатор — горящий мяч. Я уверен, что в следующем обновлении точно удалят перехват. Я должен это объяснять. Также, скорее всего, удалят погрузку и горящий мяч, а режим зачистка станет постоянным вместо награды за поимку. Но это всего лишь мои догадки, поэтому я ничего не гарантирую на 100%. Друзья, мой предыдущий ролик набрал 500 000 просмотров, и он завирусился настолько, что на него сняли реакции многие стримеры. Хочу сказать спасибо всем за такой большой актив под этим видео. Что насчет ролика про Icero? Его, к сожалению, не будет, поскольку он скрыл много ключевого контента, то есть видео получилось бы неполным. Но я хочу услышать ваше мнение в комментариях, на какую тему вы бы хотели видео на канале. А если ты досмотрел этот ролик до конца, то скорее всего тебя заинтересовал мой канал, поэтому обязательно подпишись, чтобы не пропускать новые видео. И также вступай в мой телеграм-канал. Ну а пока что я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока-пока.